дорогие друзья! Вы на канале Вектор, с вами Владимир. Сегодня на обзоре у нас Nissan Terrano третьего поколения. Это поколение уже стало кроссовером, потому что предыдущие Nissan Terrano были на мостах, на рамах, были серьезные внедорожники. И в 2014 году, знаете, получился анекдот. Мне так кажется. Nissan японцы, да? То есть анекдот. Японец, француз и русский встретились в бане и придумали Nissan Terrano, Duster и все остальное с АвтоВАЗа. Смотрите, вот по внешке, да, это максимально Renault Duster. Прям вот реально кузов полностью, да, есть небольшие отличия. Фары, там, бампера, решетки, шильдики и все. Техничка та же самая. То есть они даже экспериментировали на Дастерах, там были французские моторы, потом ниссановские моторы, коробки, полный привод, все то же самое, разница немного вот в навесухе по внешке. Автомобиль больше все-таки создавался для дачников, да, и людей, которые не искушены комфортом. Просто автомобиль, да, он едет. Как он едет, я это сейчас все вам попозже расскажу. Смотрите, давайте вот пока мы около внешки, как раз хотел сказать про бампер, да. Смотрите, дорожный просвет 210 миллиметров, очень маленький свес, плюс у бампера сразу идет угол, то есть углы въезда и съезда очень большие. Это как раз и был сделан акцент на бездорожье. Задний бампер тоже свес небольшой. Сразу идет небольшой вот угол, да, то есть как раз угол съезда. Здесь доустановлен фаркоп, но тем не менее он не мешает. Смотрите, вот они внедорожные черты, расширенные арки, да, крылья прям раздуты очень сильно, двери утоплены, ужасный порог. Просто, смотрите, дверь его не закрывает. Помимо того, что когда дверь не закрывает порог, он всегда грязный, вы задеваете, так здесь он еще и выступает сюда. Понимаете? То есть тут, ну, порядка там, я не знаю, 6-7 сантиметров. То есть я сегодня уже штаны испачкал несколько раз. Каждый раз, когда я пытаюсь сесть в этот автомобиль, то есть я пачкаю штаны. Скажу пока на улице про обзорность. Вот зеркала, даже внешне, они кажутся маленькие этому автомобилю. Понимаете? То есть даже внешне можно побольше. И из салона обзорность очень плохая в эти зеркала. И влево, и вправо. Пока здесь вот на улице тоже хотел вам показать. Смотрите, только у французов я видел такие вещи. Дворники, крепления и здесь металл. То есть вот эта часть, она не закрыта никаким пластиком. У всех автомобилей закрыта. У корейских, тем более европейских здесь пластик. Здесь просто железка, просто крепятся дворники. И из салона я вам тоже покажу, когда вот, ну, переместимся в салон, вы смотрите вперед, вы видите вот здесь вот просто железо. То есть никакого пластика. Блин, будем все-таки делать акцент, что это французский автомобиль, а не японский. У французов напряг с пластиком и диодами. Потому что оптика, галоген, полностью все. Там галоген, тут галоген, задние фары галоген, в салоне галоген, а диоды возможно только в приборной панели и в магнитоле. Все. 2023 год. Автомобиль 2021 год. Барабаны! Барабаны! Как вы это делаете? Лада, Жигули, там, я не знаю, у нас был на обзоре Лада X-Ray, барабаны, Nissan Terrano, барабаны. То есть, кто с кем договорился? У кого эти барабаны завалялись на складах? 23-й год барабаны. Так и музыку надо было не ставить там с флешками USB и всем остальным, а надо было барабаны поставить и палочки вложить. Пошлите дальше. По задней оптике я уже сказал, да, здесь полностью все галоген, никаких диодов здесь нет. Подсветка номера галоген. И фишка, автомобиль исключительно для мужчин. Почему? Потому что, и, наверное,
в багажнике можно делать заначку от женщин, потому что женщины этот багажник не откроют. Не откроют по какой причине? Обычно у всех маникюр, большие ногти. Нереально с большими ногтями нажать на эту кнопку. Все, вы либо сломаете ноготь, дорогие, прекрасные наши женщины, не лазите в этот багажник. Друзья, пока я здесь, сразу по косякам. Смотрите, если вы купили этот автомобиль новым, там, либо в хорошем состоянии, с вторички зацепили, есть проблема. Вот под этим хромом, вот здесь вот, появляется ржавчина, то есть прямо оттуда она вылазит, вот этот пластик, он, видимо, натирает, и со временем начинает крышка ржаветь, ее нужно будет перекрашивать. Здесь уже по гарантии исправили, крышку покрасили, там заклеили пленочкой, ну, как сейчас модно, да, там бронепленка, на капоты, фары клеют, то есть это нужно делать сразу и с новья. И еще пока вот тоже про этот момент, про пескоструй хотел сказать. По гарантии вот эти крылья уже тоже крашеные, вот здесь уже вот наклеили пленочку от пескоструя, то есть не продуманная аэродинамика автомобиля. Просто они не запаривались, они об этом не думали и не заморачивались. Пескоструит очень сильно, то есть прям до металла. Пошлите в багажник. Оп, ломаем ногти, которых нет. Смотрите, объем багажника нормальный, 475 литров. Здесь вот у нас есть полочка. Открыл багажник, смотрите, он металлический изнутри. Здесь реально у французов по договоренности с японцами у вас пластик кончился? Это вот что за пластиковый? Дешманский. Прям тактильно неприятный пластик, остальное все в металле. Вот эта ситуация мне напоминает УАЗик, Козлик, да, то есть 70-х, 80-х годов, да, то есть где просто внутри, в салоне очень много металла. Он сделан по этой же схеме, то есть здесь вот, да, лампочки, фары поменять, то есть просто пластиковые накладки, нельзя было целиком что-то пластиковое сделать, соответственно, шумоизоляции здесь нет. Полочка тонкая, дребезжит. Давайте посмотрим. Полноразмерное запасное колесо, пенопластовый типа органайзер, ну хотя бы что-то есть. Дальше у нас идет металл, никакой шумоизоляции нет, она отсутствует полностью. Да и в принципе все по багажнику. Ну, погрузка высокая получается, то есть здесь как бы даже над крышкой. Из багажника сложить второй ряд сидений невозможно. Хотя, смотрите, здесь диодная подсветка багажника. Мне кажется, это хозяин исправил ситуацию и засветил багажник диодом. Потому что внешняя оптика вся галоген, задняя оптика галоген. В салоне плафоны галоген, а здесь диод. Или у них просто завалялся именно на эту машину один диод. У нас есть диод, давайте в багажник поставим. Так, про АвтоВАЗ скажу чуть позже, когда переберемся в салон. Пошлите посмотрим под капотку, что у нас везет и движет этот автомобиль. Да ладно. Здесь есть Аморик. Здесь не кочерга. Все-таки Nissan что-то внедрил, видимо, японцы свое втихую от французов и АвтоВАЗа. Они поставили Аморик, реально. Здесь еще листва. Да, кронштейн. Да, он приварен. Да, это с завода, это не салон сделал. Класс. Блин, прям плюс. Ладно, давайте про двигатель. 1.6, 114 лошадей, 156 крутящего. Динамики нет, мощности нет. На бездорожье мотора очень сильно не хватает. Реально это проблема. Коробка здесь вот механика, шестиступенчатая. 6 ступеней, я думаю, что они сделали из-за того, что первая передача очень короткая, и она, наверное, служит как понижайка. Но мы на этом автомобиле выезжали прошлой зимы, да, это автомобиль моего друга, катались по сугробам.
и ему в гору по большому, по глубокому снегу не хватает мощности мотора. Полный привод работает хорошо, машина не боится диагонального вывешивания, она проезжает диагоналку. Все классно, все хорошо, но мотор не вывозит. То есть здесь лучше бы, конечно, двушку мотор, она у них тоже есть. Там 143 лошади, вот, чуть-чуть он помощнее. Сразу про двигатель. Давайте скажу про расход топлива. Расход топлива в городе на механике при этой конфигурации, при этом исполнении, на конкретном автомобиле 10-11 литров. Не совсем маленький показатель. На трассе чуть-чуть поменьше. Почему чуть-чуть? Потому что этому автомобилю тяжело. Здесь еще вот установлено, как бы сейчас сняли бокс на крышу, да, то есть есть рейлинги, фаркоп, иногда этот автомобиль ездит с прицепом. Это вообще практически нереально. То есть с прицепом ей очень тяжело. Еще хотел сказать про вес автомобиля. Тонна 430. Хороший показатель для бездорожья. Автомобиль не сильно тяжелый и не тонет. Посмотрел в интернете ролики в плане оффроуда. Дастера, Nissan Тирана очень хорошо едут. Едут хорошо по инерции, и за счет маленького веса они не тонут. Полный привод надежный, мотор надежный, ломаться в принципе нечему. Есть уже показатели с пробегами в 300-400 тысяч. У меня у знакомых есть такие примеры. Это достойный показатель. Опять же, это будет отсылка, знаете, китайцам в плане надежности. Реально есть экземпляры с пробегом в 300 и 400 тысяч. Они живут, они двигаются, они ездят. Да, это автомобиль некомфортный. Да, этот автомобиль с отсутствием динамики. У нее есть свои плюсы. Это такая, знаете, рабочая лошадь. Где-то вот в деревне, на даче, там, я не знаю, любителям рыбалки, да, то есть и людям, которые не искушены комфортом. Достойный, сел, поехал. Друзья, нашел небольшой косяк подкапотного пространства данного автомобиля. Вы уже, наверное, заметили, что я делаю акцент на этом, да, на бродах, затоплениях в городах, да, преодоление бродов. И чем выше находится воздухозаборник для двигателя, тем меньше шансов получить гидроудар двигателю, преодолевая глубокие броды, лужи. Я не знаю, может быть, даже, кстати, на этих автомобилях кто-то преодолевает и какие-то, я не знаю, неглубокие речки, да, то есть, ну, есть такие моменты, когда есть возможность проехать через неглубокую речку. Так вот, воздухозаборник здесь находится достаточно низко, то есть примерно вот на этой высоте. Да, с учетом просвета вроде высоко, но если будет большая лужа и пойдет волна, он захлебнется. Хотя фильтр, вот он стоит здесь высоко, здесь есть вот патрубок, то есть по мне я бы вот сюда вот куда-нибудь вывел, ну, в верхнюю часть, и просто он здесь бы цеплял воздух. Инженеры АвтоВАЗа приняли участие в разработке данного автомобиля, и бачок омывающей жидкости лобового стекла в очень удобном месте. Ну, чтобы, ну, прям вот вы обламывались. Единственное, потом японцы немного исправили эту ситуацию, и отсюда вообще убрали кочергу, и здесь ее не стали ставить, а поставили там упор, который держит капот. Потому что на Ладе X-Ray здесь кочерга, и вы вообще никак не зальете. Здесь хоть какой-то есть шанс. Здесь вот тоже обратил внимание, что хром разных цветов. Светлый хром, темный хром. Смотрите, вот здесь вот темный хром, как бы вот с этим состыковывается, а значок светлого хрома. Как это может быть? Зачем вы это сделали? Нельзя было хром сделать одного цвета. Бред. Дверь легкая и маленькая. Широкие арки, выступающий огромный порог, неудобный, но я попробую сюда забраться, не испачкавшись. Очень сложно сделать. Люди с маленьким ростом это не сделают никогда. Сижу сам за собой. Спинка максимально вертикальна, неудобно. Вазовская тема. Смотрите, весла. 23-й год.
2023 год. Здесь будет сидеть 3 человека. Вы будете сидеть очень близко к двери. И вот это вот воткнется вам в коленку. Прям вот в чашечку. Будет очень больно. Блин, просто боль. Дальше, смотрите, по салону. Сиденье короткое, неудобное. Спинка не регулируется, неудобно. Сиденье ровное, жесткое, неудобное, как деревянная лавочка. Смотрите, прикол. Здесь вообще, по сути, должен был быть подстаканник. Но я не знаю, но это производители АвтоВАЗа такое могли сделать. Они сделали розеточку в подстаканник. Реально. То есть здесь надо было просто утопить, углубить и сделать подстаканник для задних пассажиров. Они подумали, да сфига ли они здесь будут пить чай или кофе или какую-то воду. Кто-то просил розеточку, то есть пусть сидят в гаджетах, пусть залипают. Кармашки маленькие, неудобные. Да и в принципе практически, наверное, все. А как мне сложить второй ряд сидений? Вот, я нашел. Что-то я нашел. Здесь целый рычаг, смотрите, представляете, какой. Так, и обратно. Ага, и вот он зажимает ремень безопасности. Ага, то есть ремень безопасности мы поправляем. Но есть небольшой плюсик. Он находится, верхняя часть фиксации невысоко. Если ставим бустер, опять делаем акцент в плане детей. Да, молодцы, низко. Это будет удобно просто. Не надо будет дополнительно ничего колхозить. Все, здесь больше ничего интересного, ничего удобного и практичного. Пошлите вперед. Грусть, тоска меня съедает, когда я сел за руль этого автомобиля. Пластик дешевый. Такой, знаете, царапающийся. Ручка хромированная. Выглядит классно, но она с каким-то звуком возвращается обратно, и всегда есть ощущение, как будто она сломана и как будто она не до конца вернулась. Стеклоподъемники у нас только 2 передних, сзади я уже показал весла. Кармашек глубокий, но неудобный, он очень узкий. То есть сюда поставить чуть бутылочку какую-то побольше невозможно. Но они не думали о людях. Смотрите, вот еще обратил внимание, очень дешманские петли, очень тонкий металл, такой, знаете, отформован непонятно, да. Все по-автовазовски. Смотрите, корректор фар. Такой корректор фар я видел на автомобилях ГАЗ-3110 Волга, если вы вспомните, да, это начало 2000-х. Я еще раз скажу, это машина 21 года. Вот это они, конечно, взяли у Рено. Спору нет. Лючок бензобака, он там огромный, там вот такой вот люк. Ну, мы уже проходили мимо, да, то есть на кадре вы видели, я уже не обращаю на это внимания, то есть на эти огромные люки бензобаков. Флажочек здесь открывается, смотрите, есть подогрев сидения, без какой-либо индикации. То есть только по ощущениям, то есть, ага, жопа горит, все, пора выключать, значит было включено. Блин, как? По эргономике, смотрите, по рулю. Только по углу, по вылету здесь ничего не регулируется, опять по-автовазовски. И этот диапазон, он прям небольшой. Есть лифт сидения. Неудобный. Сиденье, как в Жигулях, мы вот уже снимали. Сможете перейти у нас на канале на Ладу X-Ray. Флажок также задевает. То есть оно такое же. Сиденье, вот эта часть... Типа поддержка, смотрите, она прям как домашняя подушка, то есть она очень мягкая. Она, ну, внешне только может удержать, типа, по факту она ничего не удержит. То есть здесь не додумано, не продумано. Регулировка ремня по высоте есть, но по автовазовски крепится напрямую через болт. Регулировка сидений вперед-назад есть. Проволока, как на автовазе. Было очень много проволоки. Ну
И с этой стороны, наверное, все. Здесь просто больше ничего нету, да. Здесь у нас по свету датчика света нету, датчика дождя нету. Поэтому больше здесь ничего интересного. Переходим на центральную часть. Вот теперь про эргономику, которая отсутствует в этом автомобиле полностью. Слушайте, им наплевать. Это реально был разработан автомобиль для суровых мужиков, которые ездили последний раз, наверное, на лошади, да, на какой-то, на телеге. И это у них первый автомобиль. Смотрите, вот эта часть, она изогнута вниз. То есть, если я сижу, вот нормально, я отрегулировался, да, как мне удобно, мне не видно, где какие вообще потоки направления воздуха, да. Здесь только могу по памяти определить, где что находится. И регулировка, ну, здесь печка, никакого климата нету. Смотрите, кондиционер такая черная маленькая незаметная кнопка. Это кондер. Смотрите, классная функция обогрев лобового стекла. Вот здесь есть эта кнопка. Но на нее реализовано все. Обогрев лобового стекла, подогрев зеркал, подогрев заднего стекла. На одной кнопке слишком много электронной нагрузки. Просто иногда не нужно, допустим, греть лобовое стекло, но нужно обогреть зеркала, да? Зачем они это сделали, я так и не понял. Полный привод, да, 2 ВД, режим авто и блокировка лог. То есть стрелочка у нас стоит на месте, да, то есть все режимы двигаются сами к стрелочке. Реализация, ну, такая своеобразная по-своему. Смотрите, оригинальная пепельница. Закрывает систему стабилизации. То есть, чтобы, ну, здесь вот еще какие-то кнопочки должны быть. Вот, но у нас здесь есть только система стабилизации. Чтобы ее выключить или там включить, да, нужно убирать вот эту оригинальную пепельницу. Дальше. Смотрите, вот подстаканник, да, то есть вы где-то тут двигаетесь, там, я не знаю, у вас оказалось с собой кофе или какая-то бутылочка. Смотрите, как мне включить полный привод? Убрать, и только потом я могу что-то делать. Не нашли вообще место в автомобиле, где можно сделать еще подстаканники? Или просто не хотели об этом думать и, в принципе, заморачиваться? Так же, как, смотрите, регулировка зеркал. Левое, правое. Удобно? Как вы думаете? Ну, совсем маленькая рука, да, я еще могу дотянуться до вот этой шайбы. То есть это надо сделать обязательно на ручнике, да, то есть когда автомобиль стоит на ручнике, только в этом случае вы можете отрегулироваться. Но здесь вот есть какая-то ниша, то есть сюда можно что-то положить, но сюда можно положить только когда автомобиль находится на стояночном тормозе, и взять отсюда можно тоже, когда автомобиль только на стояночном тормозе. Класс, продумали. Эргономика 0. Ну, такая открытая полочка. Кстати, вот это похоже на ручку открывания двери. То есть форма у них схожа. Бардачок глубокий, но очень узкий. Тактильно пластик очень дешевый и царапается. Здесь есть подушка безопасности. Даже вот она отформована, смотрите. Пластик как будто напаянный какой-то. Хотя автомобиль ДТП не был. Здесь все на месте, все подушки безопасности. Их количество всего 2. В руле и вот здесь. Подочечник, который находится внизу. Обычно подочечники, да, то есть, ну, все уже привыкли, что они на потолок крепятся. Здесь будет внизу. Зеркало открытое. Подсветки никакой нету. Привет, Жигули. Хотя здесь вот, смотрите, здесь вот открывается, но толку никакого, подсветки нет. Музыка. Привет, Лада X-Ray. Давно не виделись. Сейчас я убавлю. Убавляем мы, вспоминаем Ладу X-Ray, да, переходите по ссылочке и посмотрите видео, и там я прям очень много рассказал про эту магнитолу. Еще раз повторюсь, регулировка звука реализована на кнопках. Здесь мы регулируем волну, либо трек, да, переключаем вот этой крутилкой, неудобно. Есть радио, USB, Bluetooth подключается, громкая связь есть. Смотрите, продублирована музыка под руль. Целый пульт огромный вывели. Смотрите, вот это вот прибавить, убавить, да, здесь вот переключаем треки и берем трубку, да, то есть если нужно ответить
на телефонный звонок по Bluetooth. Очень удобно. Но они красавчики. Круиз-контроль они вывели вот сюда. Друзья, чем вы пользуетесь чаще? Музыкой или круиз-контролем? Я считаю, что вот сюда нужно выводить музыку, функции бортового компьютера, да, а вот круиз-контроль, его можно куда-то и спрятать, не так и часто все им пользуются. Эта машина не для дальнобойщика. Центральный замок в центре, ну, мне это не очень нравится, не очень это удобно. И кнопка вот круиз-контроля еще дополнительная здесь. Ужасно. Просто эргономика ужасная, музыка ужасная, звук у музыки ужасный, шумоизоляция отсутствует, да и все. Дорогие друзья, в завершение нашего ролика, нашего обзора на конкретный автомобиль хотел бы, наверное, сказать следующее. Смотрите, конкурентов очень много, да, то есть вот этот автомобиль 2021 года на сегодняшний день, в 2023 году, стоит примерно 2 миллиона рублей. Вот в этом исполнении, на механике, на 1.6 моторе. Если вы все-таки рассматриваете к покупке себе такой автомобиль, я бы все-таки сделал акцент, наверное, на 2-литровом моторе, на механике, да, если вас это сильно не расстраивает. Почему? На автомате 2-литровые моторы, у них очень большой расход топлива. Реально 14 литров в городе у вас будет. То есть, видимо, за счет коробки он так много увеличивается. Поэтому двушка, механика, будет оптималка и куда-то в область, где нету пробок. Для города машина, наверное, ненужная, да, хотя они двигаются, их очень много, не знаю, выбор в любом случае за вами. Смотрите, по конкурентам. Однозначно этот автомобиль уделывает Ниву Chevrolet, УАЗ Патриот, то есть она будет лучше. Но у нее есть и другие конкуренты, европейские, там, японские, да, потому что, здесь вроде тоже японец, но не японец какой-то. То есть это француз с «Жигулями», то есть, такой затесался, вроде имеет место быть, и поэтому я бы вот этот значок отсюда вообще снял. И посмотреть можно, я говорю, на какие-то варианты такие, как там корейские, да, то есть они будут чуть-чуть посвежее, либо на какие-нибудь там Mercedes, BMW, Range Rover, может быть, Toyota даже, да. В любом случае есть выбор, есть варианты. Я рассказал вам максимум, устраивает вас это, можно приобрести, потому что, это просто автомобиль, который просто ездит, у которого очень большие пробеги, и в любом случае он будет лучше Китая. Лучше Китая в том плане, что он надежней, он просто переездит Китай, не сгниет до дыр, и техничка мотора не развалится вместе с коробками. Вы были на канале Вектор, с вами был Владимир. Сегодня был Nissan Terrano, не Jeep. Погнали дальше.